Приветствую, друзья! Пользуясь случаем, хотел бы всех поздравить с Днем Канады, так как сейчас, завтра у нас День Канады, и сейчас у всех, практически у всех, длинные выходные, 3 дня выходных. И я, собственно, решил тоже воспользоваться этими выходными, так как в обычные выходные мне просто влом, скажем так, ехать в центр, что-то там смотреть, гулять. Ну, сегодня решил погулять. И да, я решил поехать на автобусе, так как это занимает не так уже много времени, 35 минут с утра, когда пробок нет, и я уже в центре. Thank you. В общем, что, друзья, вышел я, значит, на 4 остановки раньше, потому что эти 4 остановки ехать, нужно пересаживаться на автобус. Давайте сразу скажу, что эта карточка вы тапаете, и у вас есть проезд по городу в течение 1,5 часа, по-моему, час 30 или час 40, я не уверен сколько. В Ванкувере было час 45, в общем, час 30 вы как тапнулись, можете ездить по всем автобусам в районе города, как вы пикнулись при входе. Ну, тут эти 4 остановки, мне автобус нужно ждать следующие 10 минут, а их идти 12 минут, поэтому я вот решил пройтись пешком, заодно покажу вам мост здесь. Поезд проезжает. Индустриальный район, сейчас пройдем к центру ближе. Вот я здесь зимой ходил, вот на этом месте это старый первобытный основной форт был. Здесь вот перекрыли форт. Ну давайте вот по велодорожке не будем идти, есть тротуарка. Вот здесь сделали еще разделение, а вообще по улицам нету бульваров отдельных, вот так вот для велодорожки. Там просто разметка нанесена, это стертая и очень удобно. Вот у меня, так сказать, раздваивается сейчас. Вроде как велосипедист, как я велосипедист, это хорошо. Но как у меня велосипед украли в прошлом году, под домом обрезали замок и стянули здесь в Виннипеге, то я уже не велосипедист. И как водитель это очень неудобно, когда вам нужно прижаться в правую сторону, либо повернуть, а там самой с правой полосы это велодорожка. А сейчас мы находимся в парке Форкс, или же просто развилка. Это место является очень популярным среди молодежи, да и не только. Здесь так спокойно, не шумно. Прикольно. Был здесь днем, но было шумно. Сейчас даже лучше. Наверное, сюда надо приезжать вот так по часам 8. Вот у нас здесь такие не терраски, шезлонги. Можете брать книги, читать, взять кофеек. Не обязательно брать кофеек, это общественный парк. Приходите, садитесь вот на стульчик и смотрите на якобы маяк. Вот эту вот речушку. Давайте ближе подойдем. Люди бегают. Здесь, кстати, была бы вода почище, было бы так классно покупаться, понырять. Понятно, они думают, что я им что вкусное принес, а это камера. Видишь, мои камеры шея такая же, как у тебя. Вообще, мне кажется, они меня окружают, охотники. Ага, прогоняют уточек, что думают, я их покормлю, да? Ну все, меня окружили. Пора уходить отсюда. Интересно, закрыто тут надо. И это бутылка с водой. Кстати, жарко здесь. Потому что я... Такой дебаркадер прошелся. Катамаранчик. Ну, собственно, вот почему Форкс. Вот здесь у нас это развилка 2 рек. Бизоны. Виннипег, провинция не только гусей, а бизонов и полярных медведей. Это один из немногих на моей памяти
правильный пандус. Не такой крутой, а прям вот с хорошим таким небольшим углом, плавным. И такой серпантин довольно-таки широкий, длинный. Ну вот это тут еще ихний парк. Вот этот, который, ну как, большой, небольшой, но метров 800 километров на 200 метров. И сюда хотел срезать. Такая инсталляция интересная. Правда, я не понял, что это. Вот здесь такая китайская инсталляция. Чинью и Ченью. Тут легенда про них написана. Очень плохо видно, потому что они в камне просто вырезали. Так нужно очень далеко отходить, чтобы прочитать. Сблизи не прочитать. И здесь тоже такой узор с ними. Я так понял, что каждая из этих инсталляций, да, вот на каждой из них от какой-то так страны, цивилизации дружеской, мне кажется, что-то какая-то легенда, это как скопление, такое, как сказать, памятник дружбы народов. Ну что ж, друзья, достаточно этого Форкса, этого местечка, так сказать, такого центра города, такого культурного. И давайте пройдем уже к этому Порт-Эчель-Мейн, главному открытию 46 лет. Сейчас расскажу, что это к чему. Ну, в общем, что по этому Порт-Эчель-Мейн, я не знаю, так нашим нельзя про это узнавать, чиновникам, потому что они так тоже захотят. В общем, в чем суть? Это главный перекресток здесь в Виннипеге, такой загруженный. И раньше он был пешеходным. Получается, 46 лет назад еще, и вот, 46 лет назад его сделали для автомобилей, но до этого он был пешеходным, там было такое культурное место, люди ходили, наслаждались там днем, прогуливались. И потом решили сделать это все, перестроить. Функционировал город при этом нормально. Потом уже пошло это слишком много урбанизации, да, автомобилей в городе, решили перестраивать маршруты. Но думаю, это все к лучшему сделают, казалось бы. И да, сделали все, перестроили, вкинули очень много миллионов на это. Направили маршруты автобусов другие, открыли эту улицу, остановок достроили, и все супер. 46 лет это профункционировало, и сейчас, вот 2 года назад они начали это все делать, говорить за это. Вообще за это давно уже говорили, люди этого хотели. Сейчас шумно так, депо, там разгрузка идет. Люди давно этого хотели, но сделали только сейчас. И вкинули $2 миллиона, чтобы перестроить инфраструктуру на перекрытие этой улицы, автобусы пустить по другим маршрутам, остановки старые, которые строились за те деньги, сейчас не будут функционировать, то что автобусы будут идти по другому маршруту. Здесь пара вагонов, типа в этом их депо. Интересно. И теперь автобусы не будут ходить по тем маршрутам, и остановки будут простаивать. И получается, что тогда деньги выкинули на ветер, и сейчас перестроили, вкинули деньги на перестройку, чтобы вернуть то, что было. Потратили миллионы долларов, чтобы вернуть то, что было. Ну, да. Музей прав человека. Инсталляция какая-то новая там. В общем, дал вам пару секунд послушать. И вот представьте, как вот здесь в центре жить, когда у вас депо прям через центр.
Вот здесь у нас в даунтауне, в центре, само собой, очень много всяких государственных учреждений, офисов, и поэтому вот видим везде канадские флаги, как-никак День Канады, так сказать, День независимости, поэтому да, флаги везде, и не только в учреждениях, многие там себе в окнах повтыкали, вот во дворах, ну, здорово, гордятся тем, что они принадлежат Канаде. Здесь вообще так классно, сквозняки гуляют. То есть такая жара. Прерии пришла жара. Ну, здесь хорошо, ветерок. Ну вот сейчас, конечно, дует такой достаточно сильный ветер. Я смотрю, какого здесь зимой, когда я ходил здесь зимой, и такой ветер как продул на минус 35, на минус 40. Мне где-то минуты хватило, чтобы замерзнуть. Как лицо, руки все так обветрило. Кстати сказать, не сильно-то я заметил, что его перекрыли. Все как ездили, так и ездят. Что происходит? Нас обманули? Тут сейчас, кстати, пройтись вот до того коричневого здания с флагом. Видите или нет, там уже начинается Чайнатаун, китайский район. Он уходил там как-то зимой. Виды были не очень зимой. Так как позеленело лучше. Вот. А сейчас выглядит как нормальный такой город. Не знаю. Ну, конечно, как долго это продлится. Вот сколько? Сейчас уже июнь начался. Еще август и сентябрь. В октябре еще сомнительно, конец октября уже все будет лысое, снег, приморозок. То есть еще 2 месяца есть, 2,5 до такой серой зимы. Контингент, конечно, с этого отеля вышел. Типичный такой центровой, даунтаунский. Виннипег — это большой город. Вот контингент здесь уже видно. Вышел в центр. И да, чем ближе к Чайнатауну, тем интереснее контингент. Ну, в целом что? Я уже прошелся, показал вам даунтаун. Там он, видим, с той стороны такие злачные кадры. Ну вот, собственно, и все, друзья. Показал вам
немного, так сказать, центра Виннипега. Вот здесь у нас офисы, всякие театры и такие всякие культурные заведения и тому подобное. Школы, там, музыкальные театры. И, я не знаю, все возможные представления идут. И там дальше чуть еще арена ледяная. Мизим де Манитоба. Становится слишком жарко. Уже близится к полудню день, такой день. В общем, да. И этот ветер не сильно. Он помогает, но все равно жарко. Вот, через одну остановку, моя остановка, не буду я ждать на той остановке 10 минут автобуса. Пройдусь до этого и можно сразу сесть будет. Заодно прогуляюсь. Вот так же хочу показать в городе, в центре. Достаточно много таких односторонних движений, поэтому нужен навигатор по первому времени. То есть, если вы куда-то приехали, а потом думаете, ну я запомнил дорогу, назад также поеду. Не, назад вы также не поедете. Вот такой вот он центр, решил показать. Есть и хорошие, светлые стороны, и темные стороны. 50 на 50, так сказать. Ну, да. Наркоманов, бомжей наркоманов, скажем так, здесь одного без другого почти не бывает. Хватает. С другой стороны, меня не тронули. Я снимал с камерой. В принципе, никто не накинулся. Хотя было пару косых взглядов, но посреди белого дня вроде не смеют. Вот такой вот он, Виннипег. Вот следующая остановка уже моя. Сажусь, прыгаю на автобус и еду в свой тихий, спокойный район. Ну вот, собственно, моя дневная прогулка подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на город Виннипег. И пишите свои комментарии, что вы считаете насчет таких контрастов.